Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как растягивать косые мышцы живота. Эта тема оказалась крайне сложной. Внутренние и наружные косые мышцы – это одни из самых трудно растягиваемых мышц. Почему же это так происходит? Долгое время я думал, что, сделав скрутку, я растяну косые мышцы живота, но этого не происходило. И давайте мы разберемся, почему этого не происходит и почему так трудно растянуть эти мышцы, и как же все-таки растянуть внутренние косые мышцы. Давайте для начала рассмотрим устройство этой мышцы, потому что без этого нам не понять, как же это растягивать. Что я вижу в учебнике анатомии? Есть мышцы, которые названы внутренняя косая, наружная косая. Но анатомы смотрят и дают название по расположению мышцы. Мне же, как практику, нужна мышца в качестве функциональной единицы. И вот я вижу, что то, что называется косой мышцей, это на самом деле несколько разных мышц. К 8, по-моему, ребрам она крепится. То есть это 8 разных мышц. И выполняют они разные функции. Поэтому растягиваются тоже по-разному. И условно я разделил эту мышцу на 3 пучка. То есть на боковой пучок, на спиральный пучок вот по Майерсу и такой промежуточный или диагональный можно назвать пучок. И вот посмотрите, вот эти мышцы, они выполняют совершенно разные функции. Вот этот боковой пучок, он создаст боковой наклон. Диагональные больше создают сутулость, да, то есть вот, ну или изгибание. А спиральный пучок больше дает ротацию и сдвиг. Очень-очень часто именно вот этот пучок оказывается укороченным. То есть, на самом деле, это наружная косая, переходящая во внутреннюю косую. Вот так. Но если рассматривать как мышечную цепь, мы рассматриваем это как единую мышцу. Просто тут прикрепление есть. Вот здесь, да, к сухожилию. Вот ее-то растянуть очень-очень трудно. Если вы откроете интернет, вам скажут, ну вот делай скрутку и все. Нет, не растягивает скрутку эту мышцу. Точнее, растягивает, но очень слабо. Поэтому делаешь эту скрутку, смотришь потом результаты, и осанка почти не поменялась. Потому что мышца не растянулась. В чем же тут дело? А дело очень простое. Ну, предположим, что вы взяли, ну, вот это воздушный шарик, да? А вот это, скажем, веревка, которую вы вот так начинаете натягивать на воздушный шарик. И что станет с воздушным шариком? Он поменяет свою форму. То есть он станет вот такой, более плоский. При этом веревка, она не растянется. Она поменяется, ну, не поменяет свою длину. Вот вы, ну, вот веревку взяли, вот так натягиваете. И вот то же самое происходит здесь. Условно это живот. Это как шарик, он подвижный. И вот эта линия, она вот так идет. И когда вы ее натягиваете, она просто вдавливается в живот, живот выпирает в стороны, и все. И растяжка практически не идет. То есть вы делаете скрутку, у вас больше ощущения идет в позвоночнике, да, нежели чем в мышцах живота. И растяжка не происходит. Но выход есть. Что мы получим в осанке с такой мышцей, да, если она укоротилась? Как правило, это будет сдвиг с ротацией, да, вот такой. С ротацией грудной клетки. Вот так. Вот это вот мы получим, да, то есть сдвиг и ротацию. Соответственно, смотрите, вот в таком положении получается, что вот эта линия короткая, а вот эта длинная, видите? Диагонали, да, вот мы возьмем диагонали. Видите, они не одинаковые, эти диагонали. Короткая диагональ, длинная диагональ. И вот она укорочение вот этой части. Соответственно, чтобы растянуть, нам надо соединить несколько движений, которые ее растягивают. То есть первое это сдвиг, да. То есть нам надо сделать сдвиг. Второе это ротация. Сделать ротацию. То есть нам надо одновременно сделать сдвиг, ротацию и еще прогиб. Только вот в таком положении мы получаем растяжение. Но и этого даже недостаточно. То есть нам надо зафиксировать вот эту точку, то есть ребра потянуть вверх. Каким образом? Мы можем это сделать с помощью лопатки. То есть если мы мышцами спины потянем лопатку назад, то есть вот так, смотрите, вот, то у нас ребра начинают тянуться за лопаткой через зубчатую мышцу. И вот тогда натяжение увеличивается. То есть я делаю это так. Ставлю, допустим, одну ногу вперед, делаю ротацию, делаю сдвиг, выгибаюсь и растягиваю вот так спину. Ну, очень хорошо это у стены или у стола. То есть, смотрите, вот здесь, если смотреть на меня спереди, да,
Вот если я просто сделал ротацию, это одно. А если я сделал сдвиг и прогиб, это другое. То есть я должен получить вот в этих двух точках ощущение растяжения. Вот так. Я сейчас это все покажу, как я это делаю на стуле. Там. Соединив только 3 движения, мы можем растянуть эту мышцу. То есть обычная скрутка это не поможет нам это сделать. Ну и давайте я это сейчас покажу на стульях. Итак, смотрите, до этого я считал, что вот банальная скрутка как раз растягивает эту мышцу. Ничего подобного не происходит. То есть вот этого натяжения недостаточно. А другой вариант это сдвиг. То есть вот сдвиг создал натяжение сильнее, чем скрутка. Вот я чувствую здесь, но тоже недостаточно. А теперь я их соединяю. То есть я должен сделать сдвиг, основной упор на сдвиг, конечно. И сделать ротацию, только ротацию не вперед, а назад. Смотрите, сдвиг и ротация вот сюда. А также желательно натянуть лопатку вверх. И вот теперь я чувствую натяжение мышцы. При этом надо это искать, да? Можно ставить руки сюда. Главное не поднимать таз, потому что сразу пропадет натяжение. Наоборот, желательно даже его вот так опустить, вот эту точку максимально опустить вот сюда. И вот искать. И дополнительно вот прогибаться. Сейчас я поищу положение. Вот что-то вот в этом духе. То есть вы должны сами почувствовать, потому что у разных людей будет немножко по-разному. Вот хорошо натянулось. Сейчас вот. Вот такое положение я сейчас максимально растянул вот этот вот диагональный пучок. И тогда, да, если делаешь таким образом, потом фотографируешь и видишь, что да, есть изменения. Но даже этого недостаточно, потому что, я уже говорил, живот просто вдавливается от натяжения и все. Поэтому мы встали, мы натянули мышцу, теперь прогнулись вот в спине и теперь начинаем надувать живот. Вот я вдохнул, да, и вот здесь четко я чувствую, как мне тянет. Если при этом я лопатку еще подтяну, то есть поставлю как-то руку вот так вот, то у меня еще и ребра вверх поднялись. Да, вот теперь, надувая живот, я максимально эффективно растягиваю эту мышцу. При этом, смотрите, когда живот сдувается, вы добавляете амплитуды. Вот я, например, втянул живот, и все, и натяжение исчезло, нету его. Надул живот, и натяжение появилось. То есть обязательно надо включать здесь дыхание, потому что, ну, скорее всего, вы просто не растянете эту мышцу. Потому что она длинная. Чем длиннее мышца, тем длиннее ее надо натянуть, чтобы был растягивающий эффект. Например, вот этот пучок, он короткий. Здесь вот, ну, допустим, вот я хочу растянуть вот этот бок, да. Вот я взял, вот уже все, он натянулся. Почему? Потому что он короткий. А вот этот в 4 раза длиннее, понимаете? И мне надо растянуть его очень-очень сильно, чтобы какой-то эффект проявился. В этом вот сложность, но вот это укорочение встречается очень часто, у каждого второго. Даже если не чаще, наверное, даже чаще. Не у каждого второго, а 90% людей имеют вот это укорочение этого пучка. Но растянуть его вот очень-очень сложно. Поэтому вы должны именно четко понимать, какой пучок вы растягиваете, где получить ощущение. То есть вот здесь слева внизу, справа вверху на ребрах. То есть вот смотрите, грубо говоря, ваша задача вот 2 ладони поставить максимально далеко друг от друга. Вот если вы это делаете, то она растягивается. Если я просто скручиваю, видите, не очень расстояние увеличивается. Если же я сдвигаюсь сильнее, и вот чуть-чуть подкрутка, прогиб, и дополнительно завожу лопатку, чтобы ребра приподнять. Вот, и надуваю живот. Вот тогда она действительно растянется. Крайне важно делать это правильно, потому что вы можете терять время и никакого эффекта нету. В общем-то, я с этим столкнулся. Если у вас не получается самостоятельно, присылайте фотографии. Я разберу вашу осанку и проконсультирую, какие мышцы, как растягивать. Посмотрю, как вы растягиваете. Тогда будет какой-то результат. Как правило, самостоятельно определить, какую мышцу растягивать, очень сложно, потому что если вы будете растягивать не ту мышцу, у вас сдвиг увеличится, сколиоз увеличится. В общем, можно навредить себе. Надо точно знать, какую мышцу растягивать. Ну или смотрите мой видеокурс.
Тогда будете понимать, как определять, что вам надо растягивать, что надо удлинять, что укорачивать, почему поменялась осанка, как она поменялась, ну и так далее. Надеюсь, это было полезно. Всем удачи!